Москва. Весна 2015 года. Город просыпается после зимы. В парках появляются первые прогулочные дорожки, люди выходят с собаками, продавцы открывают окна в маленьких магазинах на окраинах. Обычная жизнь мегаполиса, где каждый день растворяются миллионы судеб. 17 марта в Измайловском парке гуляла Эльмира Гусенко. 44 года, замужем. Вывела собаку, обычная вечерняя прогулка по знакомым тропинкам. Парк большой, есть безлюдные участки, куда люди заходят редко. Туда она и свернула. Ее нашли через несколько часов. 2 удара ножом в область сердца. Смерть наступила на месте. Собака осталась рядом. Полиция начала работать сразу. Убийство в центре Москвы, в парке, средь бела дня – это не бытовое. Это не конфликт. Это нападение. Но зацепок не было. Ни свидетелей, ни явных мотивов. Женщина не была ограблена. Телефоны и украшения остались при ней. Версия – случайное нападение психически нестабильного человека. Через несколько дней в морге оказалась еще одна женщина. Наталья Елькина, 34 года. Убита в одном из московских парков. Почерк похож. Ножевые ранения, нападение в безлюдном месте. Потом Юлия Антипова, 36 лет. Тоже парк, тоже нож. На этот раз эксперты зафиксировали следы сексуального насилия. К концу марта стало ясно. В Москве работает серийный убийца. 5 апреля в Балашихе, городе-спутнике Москвы, в небольшой магазин медицинских товаров зашел мужчина. Спросил у продавщицы Ирины Чекановой, есть ли белые халаты. Женщина ответила, что таких товаров нет в ассортименте. Мужчина кивнул и вышел. Через несколько минут он вернулся. Достал нож. Нанес 7 или 8 ударов. Ирине было 53 года. Она умерла на рабочем месте, за прилавком. 9 апреля. Еще одно убийство. На этот раз в Москве, в секс-шопе. Продавщица Юлия Лебежина, 26 лет. 15 ножевых ранений. Преступник похитил деньги из кассы и несколько товаров. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в темной одежде. Лицо неразличимо. Но на руках белые строительные перчатки. Четкие, яркие на темном фоне. Это была первая зацепка. Следователи подняли записи с камер возле других мест преступлений. Измайловский парк, окрестности магазинов в Балашихе. Везде один и тот же силуэт. Мужчина среднего роста, темная куртка и всегда белые перчатки. Он не скрывался от камер, просто шел своей дорогой, как обычный прохожий. Но перчатки выдавали его. Они стали его визитной карточкой. Пресса подхватила образ. «Маньяк в белых перчатках», так его окрестили журналисты. Полиция объявила ориентировку. Город был на нервах. Женщины боялись выходить в парки. Продавщицы в маленьких магазинах просили коллег не оставлять их одних. Но следствие буксовало. Фоторобот был размытым. Свидетели описывали десятки похожих мужчин. Отпечатков пальцев не было. Перчатки делали свое дело. ДНК тоже не дало результата. Преступник не оставлял биологических следов, которые можно было бы сопоставить с базой данных. Тогда следователи пошли другим путем. Они начали анализировать детализацию мобильных телефонов. Взяли телефон одной из жертв, Юлии Лебежиной. Посмотрели, какие номера светились рядом с местом преступления в момент убийства. Составили список. Потом проверили эти же номера по другим местам. Измайловский парк, Балашиха, другие точки. Один номер появлялся снова и снова. Он был рядом с Измайловским парком 17 марта. Он был в Балашихе 5 апреля. Он был возле секс-шопа 9 апреля. Маршруты передвижения владельца этого номера совпадали с хронологией убийств. Следователи вычислили владельца. Бахтиер Атажанович Матикубов. 42 года. Гражданин Узбекистана, проживающий в России. Судимый. Освобожден из колонии в ноябре 2014 года. Всего за несколько месяцев
до начала серии убийств. Когда оперативники пришли по адресу регистрации, Матикубова там не оказалось. Соседи говорили, что видели его недели назад, потом он исчез. Провели обыск, нашли одежду со следами крови. Экспертиза подтвердила, кровь принадлежит нескольким жертвам. Матикубова объявили в розыск. Но он уже покинул Россию. Он уехал на Украину, в Киев. Устроился на стройку, жил в рабочем общежитии. И продолжил убивать. 6 марта 2015 года, еще до московских убийств, в лесопарке возле станции метро «Красный хутор» нашли тело пожилой женщины. Клавдия Лепетюха, 77 лет. Около 20 ножевых ранений. Эксперты зафиксировали следы сексуального насилия, совершенного после смерти. У женщины украли мобильный телефон и золотые серьги. Потом были еще 2 женщины. Обе в парках Киева. Одна выжила, но была ограблена. Другая погибла. Украинская полиция составила фоторобот. Преступник попал на камеры видеонаблюдения. И снова белые перчатки. Когда из России пришел запрос на розыск Матикубова, украинские следователи сопоставили данные. Фоторобот совпал. Почерк совпал. Белые перчатки совпали. Матикубова задержали в Киеве в апреле 2015 года. Он не сопротивлялся. Вел себя спокойно, почти безразлично. На допросах признался во всем. Рассказал подробности, где, когда, как. Называл имена жертв, которых полиция еще не связала с ним. Говорил без эмоций, как будто пересказывал чужую историю. Его спросили, почему белые перчатки? Он ответил, чтобы не оставлять отпечатков. И еще, потому что так правильно. Он носил их с детства, когда злился, когда хотел кого-то ударить. Белые перчатки успокаивали его, делали все чище. Украинский суд приговорил его к пожизненному заключению в 2016 году. Но Россия требовала экстрадиции. В декабре 2017-го Матикубова передали российским властям. Его судили в Москве по 5 эпизодам убийств на территории России. 2 апреля 2019 года Московский городской суд вынес приговор. Пожизненное лишение свободы, колония особого режима. Это был второй пожизненный срок для Матикубова. Первый он уже получил на Украине. Во время суда он сидел спокойно. Слушал показания свидетелей, заключения экспертов, речи прокурора. Когда ему дали слово, он сказал, что раскаивается, что принял христианство в заключении, что молится за души жертв. Психиатры, изучавшие его дело, не поверили. Они назвали это манипуляцией, попыткой выглядеть лучше перед судом. Экспертиза установила у Матикубова эмоционально неустойчивое расстройство личности, склонность к сексуальному садизму и стойкую личную неприязнь к женщинам. Но он был признан вменяемым, способным осознавать свои действия и руководить ими. Родственники жертв сидели в зале суда. Мать Юлии Лебежиной, той самой продавщицы, которую Матикубов убил 9 апреля в свой день рождения как подарок себе, подала гражданский иск. 5 миллионов рублей компенсации. Суд удовлетворил иск. Но деньги не вернут дочь. Кто такой Бахтиер Матикубов? Откуда он взялся? И как человек, который провел в тюрьмах больше 20 лет, снова и снова выходил на свободу и убивал? Он родился 9 апреля 1973 года в Узбекской ССР. Рос в обычной семье. Были братья, сестры, родители. Но с детства что-то было не так. Он бил братьев и сестер, бил родителей. Участвовал в драках в школе. Родственники вспоминали, что он был агрессивным, вспыльчивым, неуправляемым. И еще одна деталь. Он носил белые перчатки. Надевал их, когда злился, когда хотел кого-то ударить. Родственники не понимали, зачем. Он не объяснял. Просто надевал перчатки и становился другим. В 17 лет его впервые осудили. Разбой
и изнасилование. 15 лет лишения свободы. Он отсидел срок в Узбекистане, вышел, переехал в Москву. Через 2 месяца после освобождения его снова арестовали. За разбой в городе Химки. Снова срок. Всего он провел в заключении около 20 лет. Выходил, совершал новые преступления, возвращался. Каждый раз эскалация. Сначала разбой, потом изнасилование, потом убийство. В ноябре 2014 года его освободили из российской колонии. Через 2 месяца, в январе 2015, он начал убивать. Первые жертвы были в Узбекистане. Ташкент, Самарканд. 3 женщины. Сотрудница аптеки изнасилована и задушена. Сотрудница швейной мастерской убита на рабочем месте. 3-я женщина в Самарканде убита с особой жестокостью. По некоторым данным, ее обезглавили. Информация по этим эпизодам ограничена. Узбекские власти не раскрывали подробностей. Матикубов мог быть экстрадирован в Узбекистан для суда, но достоверных данных об этом нет. Потом он уехал на Украину. Потом вернулся в Москву. За 4 месяца, с января по апрель 2015 года, он убил от 10 до 11 женщин в 3 странах. На допросах он объяснял свои мотивы. Говорил, что ненавидит женщин, что его бывшая сожительница ему изменила, и после этого он начал ненавидеть всех. Говорил, что женщина одевается слишком откровенно, что они работают в неподобающих местах, что они смотрят на него неправильно. Эльмиру Гусенко он убил, потому что увидел на ее руке обручальное кольцо и решил, что замужняя женщина не должна так одеваться. Ирину Чеканову, потому что ему не понравился ее взгляд, когда она сказала, что белых халатов нет в продаже. Юлию Лебежину, потому что она работала в секс-шопе, и он хотел ее наказать. И еще, потому что это был его день рождения, и он решил сделать себе подарок. Психиатры называют это генерализованной мизогинией. Ненависть не к конкретной женщине, а к женщинам вообще. Любая могла стать жертвой. Достаточно было оказаться в неправильном месте, надеть неправильную одежду, посмотреть неправильно. Матикубов проецировал на них все свои неудачи, все свои обиды, всю свою злость. Он выслеживал жертв в парках, в безлюдных местах. Нападал в маленьких магазинах, где женщина оставалась одна. Использовал нож. Наносил множественные удары, от 7 до 20 за одно нападение. Целился в область сердца. Проворачивал лезвие в ране, чтобы гарантировать смерть. После убийства иногда совершал сексуальное насилие над телом. Грабил, забирал телефоны, деньги, украшения. И всегда белые перчатки. Они были частью ритуала, частью его личности. Он надевал их с детства, когда хотел причинить боль. Теперь они стали символом его преступлений. Следствие установило, что Матикубов мог совершить больше убийств, чем было доказано в суде. В Узбекистане, возможно, были еще жертвы. В России тоже. Но доказательств не хватило. Официально 10 или 11 подтвержденных жертв. Неофициально, возможно, больше. Почему система его выпустила? Почему человек, который в 17 лет совершил разбой и изнасилование, который снова и снова возвращался в тюрьму, в итоге оказался на свободе и начал убивать? Это вопрос, на который нет простого ответа. Матикубов отсидел свои сроки. Формально он имел право на освобождение. Психиатрические экспертизы в колониях не выявили оснований для принудительного лечения. Он был признан вменяемым. Система работала по правилам. Но правила не учитывали одного. Человек, который всю жизнь совершал насильственные преступления, не перестанет это делать просто потому, что отсидел срок. Эскалация была предсказуемой. От разбоя к изнасилованиям. От изнасилований к убийствам. От убийств к серийным убийствам с сексуальным компонентом. Каждый цикл заключения и освобождения делал его опаснее. Но система не видела этого. Или не хотела видеть. После ареста Матикубова в Киеве украинские и российские следователи обменялись данными.
Выяснилось, что он совершал преступления параллельно в 2 странах. Сначала убил в Киеве, потом вернулся в Москву и продолжил там. Потом снова уехал на Украину. География его перемещений совпадала с географией убийств. Анализ мобильных данных стал ключом к его поимке. Без этого следствие могло бы буксовать месяцами. Камеры видеонаблюдения дали образ. Белые перчатки, силуэт. Но имя дали телефонные вышки. Они показали, где он был, когда убивал. Они связали его с каждым местом преступления. Это был классический пример современного расследования. Без драматичных поворотов, без гениальных догадок следователя. Просто кропотливая работа с данными. Сопоставление маршрутов, проверка алиби, анализ детализаций. Шаг за шагом, от одной точки к другой, пока картина не сложилась. Когда Матикубова задержали, он не пытался бежать. Не отрицал вину. Рассказал все сам. Психиатры объясняют это не раскаянием, а особенностью его личности. Он не видел в своих действиях ничего ужасного. Для него это было логично. Женщины заслуживали наказания. Он их наказал. Все просто. На суде он говорил о раскаянии, о вере, о молитвах. Но эксперты не поверили. Они видели в этом манипуляцию. Попытку смягчить приговор, вызвать сочувствие. Матикубов был вменяем. Он понимал, что делает. Он мог остановиться. Но не хотел. Сейчас он отбывает 2 пожизненных срока. Один на Украине, другой в России. Формально он находится в российской колонии особого режима. Экстрадиция в Узбекистан для суда по 3 эпизодам возможна, но пока не состоялась. Его жертвы остались в памяти родных. Эльмира Гусенко, которая просто гуляла с собакой. Ирина Чеканова, которая работала в магазине и ответила покупателю, что нужного товара нет. Юлия Лебежина, которой было 26 лет. Клавдия Лепетюха, которой было 77. Наталья Елькина, Юлия Антипова. И те, чьи имена остались в узбекистанских материалах дела, но не дошли до широкой публики. Они не были случайными жертвами. Они были целями. Матикубов выбирал их, выслеживал, нападал. Каждая из них могла бы жить дальше. Но встретила человека в белых перчатках. Дело Матикубова – это история о том, как система пропускает опасных людей. Как человек, который всю жизнь совершал насильственные преступления, снова и снова оказывается на свободе. Как отсутствие механизмов предотвращения приводит к трагедиям. Это история о том, что серийные убийцы не появляются из ниоткуда. Они проходят путь. От детской агрессии к первым преступлениям. От первых преступлений к эскалации. Матикубов прошел этот путь на глазах у системы. Его судили, сажали, выпускали. И каждый раз он возвращался к насилию. Белые перчатки стали символом этого дела. Они были на всех записях с камер видеонаблюдения. Они были в детских воспоминаниях его родственников. Они были частью его ритуала. Для Матикубова они означали чистоту. Для следствия – улику. Для общества – образ маньяка, который убивал женщин в парках и магазинах. Сейчас эти перчатки лежат в материалах дела. Вещественные доказательства. Белые, строительные, обычные. Такие продаются в любом хозяйственном магазине. Но для 10 или 11 женщин они стали последним, что они видели. Матикубов больше никогда не выйдет на свободу. 2 пожизненных срока – это гарантия. Но вопрос остается. Сколько еще таких, как он, сидят в колониях и ждут освобождения? Сколько из них вернутся к насилию через несколько месяцев после выхода? И что нужно изменить в системе, чтобы это предотвратить? Ответов нет. Есть только цифры. 10 или 11 жертв за 4 месяца. 3 страны. 2 пожизненных срока. И белые перчатки, которые стали символом одного из самых жестоких серийных убийц начала 2000-х.